Здравствуйте, друзья и коллеги! Меня зовут Игорь, и я представляю вашему вниманию двухсерийную сборку универсального бронированного автомобиля Typhoon K от компании Takom в масштабе 1 к 35. В первой серии речь пойдет о сборке основных узлов данной модели и о предварительной ее окраске. Начнем с того, что посмотрим на содержимое коробки. В этом ролике я не буду давать подробного обзора набора. Таких обзоров достаточно много как на YouTube, так и на других площадках. Обращаю ваше внимание на то, что основная часть корпуса изготовлена единой деталью, то есть с использованием многоразъемных пресс-форм. Это очень удобно при сборке, однако деталь немножко искривлена. Тем не менее, это искривление легко исправляется при помощи внутренних стенок. Покрышки колес в наборе изготовлены из очень мягкой резины, и, как показывает мой опыт сборки, очень хорошо смотрятся в конечном виде. На них достаточно реалистичный рельеф, они очень несложно устанавливаются на модель, и с ними приятно работать. Прозрачные литники, которые имитируют в наборе оптику и остекление, изготовлены очень качественно и аккуратно. Литье четкое, без облоя, литники действительно прозрачные. Все остальные детали набора расположены на 4 литниках, среди которых 2 повторяются. Каких-либо дефектов на своих литниках я не обнаружил, нет ни облоя, ни утяжен. Следы от питателей расположены в основном в невидимых частях деталей, однако есть и такие места, где эти следы находятся снаружи, их необходимо будет удалять. Декаль в наборе небольшая, отпечатана очень четко и аккуратно. В своей сборке я не буду ее использовать. Кроме того, в наборе присутствует плата фототравления с 3 сеточками. Именно из таких деталей компания Takom предлагает нам собрать бронированный автомобиль Typhoon. Давайте перейдем к сборке. Отсоединять крупные детали от литников, а также некоторые мелкие, я рекомендую, используя кусачки или бокорезы. Работая над данным проектом, я буду использовать бокорезы фирмы Менг. При отсоединении деталей от литников я рекомендую откусывать детали с небольшим отступом. Это позволит избежать каверн и вмятин на деталях. Образовавшиеся остатки питателей легко убрать с уже отсоединенных деталей, используя нож с цанговым зажимом, а также наждачку. Как я уже неоднократно отмечал в других своих роликах, для полировки поверхности я буду использовать пилочки для ногтей. Они удобны тем, что обладают некоторым запасом гибкости, достаточно широкие и при этом обладают разной абразивностью. То есть, с их помощью удобно обрабатывать различным образом достаточно широкие поверхности, и при этом они практически не оставляют следов. Грубые заусенцы, оставшиеся, например, после отделения деталей от литников, легко удаляются при помощи ножа с цанговым зажимом. Сборку бронеавтомобиля я начал в соответствии с инструкцией, с его ходовой. Для склеивания деталей я буду использовать 2 вида клея. Обычный сверхтекучий клей производства компании «Звезда», перелитый в баночку от Таймии, у «Звезды» нет кисточки, поэтому так удобнее пользоваться, а также быстро сохнущим клеем от Таймии в баночке с салатовой крышкой. Он удобен тем, что позволяет очень быстро склеивать детали, что обеспечивает высокий темп работы. Ходовая имеет довольно сложную геометрию, поэтому требует сборки из множества вспомогательных деталей.
Разделение контейнеров, расположенных по обе стороны от ходовой, на детали устроено таким образом, что собирать их очень несложно, а следов от сборки не остается. Согласно инструкции, на этапе сборки контейнеров необходимо приклеить и прозрачные детали, имитирующие задние фары. Но я так делать не буду. Эти детали, прозрачные, я установлю в самом конце сборки, уже после окраски бронеавтомобиля. Так проще. На видимой стороне брызговиков есть следы от толкателей, их необходимо будет удалить. На 3 деталях, которые соединяют между собой половинки ходовой, наблюдаются достаточно серьезные дефекты, оставшиеся от толкателей. Однако расположены они внутри, и их можно даже не зачищать. Обратите внимание, что при установке этих деталей необходимо соблюдать правильное направление. Для этого внимательно сверьтесь с инструкцией и обратите внимание на вырез, который расположен на этой детали. Сборка подвижной ходовой, благодаря которой колеса автомобиля смогут поворачиваться, осуществляется с использованием нагретого ножа. Для этого я использую газовую горелку, которую применяю для самых разных целей. Нагреваю нож и затем плоской частью расплавляю специальные штыри, которые позволят держаться деталям и при этом поворачиваться. Я бы не сказал, что такой подход является оптимальным. Выполнять это действие нужно очень осторожно. При неаккуратном расплавлении вы просто приварите одну деталь к другой, и поворачиваться они не смогут. После сборки подвижных деталей ходовой устанавливаем их на раму. Для того, чтобы детали держались, их надо будет не только приклеить, но также расплавить оставшиеся штыри. При сборке этого узла необходимо будет также аккуратно установить амортизаторы.
При установке этой детали на основную раму подвески обязательно убедитесь в том, что она установлена плотно, без смещений и щелей. В противном случае щели могут появиться при установке верхней части корпуса. Если вы собирали подвеску так, чтобы она была подвижной, при установке бронирования ходовой обратите особое внимание на то, чтобы клей не попал на элементы подвески.
завершения работ по интерьеру бронеавтомобиля выполненные подсборки нужно будет отложить в сторону для предварительной окраски интерьера. Поэтому переходим к сборке основной части корпуса. Устанавливаем детали как изнутри, так и снаружи. Люки на крыше бронеавтомобиля можно собрать как в открытом, так и в закрытом варианте. Я буду собирать их закрытыми. При приклеивании специальных креплений, расположенных на крыше бронеавтомобиля, я буду использовать медленно сохнущий клей. Это нужно для того, чтобы предварительно наживить деталь и установить ее с точным позиционированием. Так как деталь очень мелкая, приклеить ее сразу по месту будет очень сложно. Установку фотоотравленных деталей производим при помощи цианокрилатного клея. После высыхания цианокрилатного клея, либо естественным образом, либо при использовании активатора, устанавливаем получившиеся подсборки на грузовик. На этом первая серия подходит к концу. Большое спасибо за внимание. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что вы можете помочь развитию моего канала, используя ссылки, приведенные внизу в описании данного ролика.
Удачных вам моделей и до новых встреч!